Всем доброй ночи. Я хочу с вами поговорить о силах смерти. Дело в том, что каждый практик, который углубился в дебри своего ремесла, должен иметь дело с силами смерти. Должен уметь взаимодействовать с ними и подготавливать в то же самое время свое место после ухода, чтобы его уже там знали. Поскольку колдуны, они уходя, не исчезают, они получают определенные положения, они учат свое потомство, охраняют свое поколение и так далее, и так далее. Некоторые люди путают некромантию и работу с силами смерти. Это, конечно, похожее направление, но не одно и то же. Некромант имеет дело с телом ушедшим, имеет дело с частями тела. То же самое африканское вуду, например, где там практикуются ритуалы с черепом человека и так далее, и так далее. Некромант – это тот практик, который вещь, либо фотографию врага может, или там человека, которого желает наказать, пойти и захоронить в могилу, начитать, откупиться и так далее. Имеет дело с мертвым миром. С мертвым миром именно там, где существует сущность человека, то есть определенным телом человека, его сущностью, прося его о помощи. Не будем углубляться. Это некромантия. Погосты, кладбища, места захоронений и так далее. Это некромантия. А силы смерти – это именно когда ты имеешь дело с силой, которая забирает душу, забирает в то иное измерение. Силы смерти не жестокие. Они и не жестокие, и не добрые, они исполняют свою вселенскую функцию. Смерть должна быть. Смерть – это часть Вселенной. Старое должно отмирать и уйти, новое должно прийти. Без этого никак. Со смертью нужно уметь взаимодействовать, дружить, просить. И смерть, она такая же сила, которая может тебя защитить точно так же, как и другие силы. Поэтому не то, что не уступает, она сильнее всех других сил, поскольку смерть – это вечно, а жизнь – это временно. Я подготовила алтарь в стиле именно предметы культа смерти. Здесь всадник, он называется слава или смерть, или всадник смерти, то есть та сила, которая мимолетно, молниеносно успевает туда, где нужно забирать душу. Здесь изображение ангела смерти, Азраиль, Казир, Абаддон. Здесь точно так же символизирует смерть, но смерть не имеет лица, поскольку смерть каждого человека своя, каждый человек свою смерть получает, не чужую, не похожую на другие смерти. Каждый живет индивидуальной жизнью, каждый уходит в своей определенной смерти и так далее, и так далее. И к силам смерти, обращаясь, открываете черный алтарь. Я еще раз говорю, не желая повториться по много раз, насчет того, что можно иметь предметы культа, можно без них обходиться, но если вы больше уделяете внимания, если вы подходите к своей работе творчески, конечно, отдача бывает намного сильнее. Поэтому, собственно говоря, можно выступать в театре без костюмов, а можно с костюмами. Эффект будет разный. Так, грубое сравнение. Сегодня наказание через силы смерти людей, которые вам мешают жить. Или которые должны какую-то определенную такую долю наказания в своей жизни получить для того, чтобы поумнеть, скажем так. Лица этих людей не будут показывать по этическим соображениям, но люди, которые здесь находятся, они, конечно же, получат и сами ощутят этот удар, очень сильный удар. Было не раз и не два.
Так вот, дорогие друзья, если у вас нет фотографий, вы можете провести на имя человека, вы можете просто провести на всех врагов, называя их имена, либо просто прося от невидимых и видимых врагов защитить. Чтобы долго не говорить, начинаем. Еще раз предупреждаю, не трогать вообще магию некромантии, магию смерти, вообще любое направление магии, проявление магии, если вы не посвященный человек, если вы не имеете навыков защиты и прочее, прочее. Большую часть ритуалов, которые я провожу, это 99%, можно сказать, это все мое личное мои наработки, моя работа, которые пишутся на основе, естественно, ритуальной магии, на основе древних заговоров и соблюдая все каноны и принципы, но это моя работа. И она работает, можете испробовать, убедитесь сами. Бывает, что вас преследуют, бывает, что человек хочет отобрать у вас бизнес, обездолить вас, много всякого бывает. И если вы хотите от них обезопасить себя, то есть, пожалуйста, проведите это. Кроме того, хочу вам сказать, что у ведьм вообще есть очень сильная защита. Она называется круговая. Я как-нибудь научу вас ставить эту защиту. Это когда любое зло по кругу идет и возвращается к тому, кто сделал. Но это само собой разумеется. Но всякая защита от властей, от несправедливости, от гонений. И любой человек, который вам делает зло, в принципе, это зло превращается в добро для вас. Потому что от этого зла обязательно вы получаете какие-то свои выгоды. Вот что-то такое поворачивается в вашу сторону. И в обратную сторону идет очень нехорошие вещи. Даже когда вы не знаете о том, что что-то готовится против вас, они уже наказаны. Это называется круговая ведьминая защита. Но сейчас не об этом. Поскольку мы будем открывать двери потустороннего мира, двери смерти, естественно, нам нужна для этого защита. И прежде чем это проводить, мы просим наших стражей и демонов быть начеку. Перед тем, как провести, говорим следующее. Демоны-помощники, защитите, страж мой, будь начеку. Врата мертвые открываю. Защиту вашу прошу. Стойте рядом. Итак, открываем фотографии перед алтарем. Я их не буду показывать, потому как считаю много чести, чтобы их рекламировать и на сайтах еще показывать их рожи. Этого делать не стоит. Когда они свою получат, они сами увидят себя. Ночь черная, открой врата бездны. Ломай 13 кругов, 13 замков, 13 врат. Выпусти духа ярости и зла и приведи сюда. О сила злая да ярая, встань передо мной, выслушай и исполни. Пред лицами сил смерти и стражниками 13 врат будь мне послушен и покорен. Посылаю тебя, как хозяин посылает собаку-ищейку. По следу этих детей человеческих, черты их запомни, узрей. Ищи их. Найди их во всех домах и углах. На всем пространстве ищи, найди. Изливай свои ярость на их головы. Испепели их силой своего зла и ненависти. Сожри их тела и разум. Забери их в сырую могилу. Уничтожь. Да будет так. Именем стражника великих врат. Именем вечных духов тьмы. Именем черного повелителя преисподней и самой матери смерти. Заклинаю тебя, о яростный дух, исполнить мною сказанное, а по исполнению уйти в свою обитель. И да не будет у тебя покоя до той поры, пока не исполнишь мое желание.
яростный дух к моим врагам посылаю, истребить их тела и души заклинаю. И да не перебьют мои слова тысячи ведьм и ведьмаков, сотни защит и молитв. Не усмирить мою ярость, не остановить ни посланника этого ни первому человеку, ни последнему человеку. Все исполнится в срок. Заклято, заклято, заклято. Когда сила смерти приходит к человеку, они могут забрать человека очень быстро. Они могут причинить ему нечеловеческие страдания, такие, что человек захочет, чтобы умер, потому что ему намного легче будет умереть, чем осознавать, что он медленно, капля по капле умирает и уходит. Но причиняет такие бедствия, о которых он и думать боялся. Вот этот ритуал очень действенный. Советую попробовать. Всего доброго и удачи.